Привет всем, вы на канале Stock Tesla, снова с вами Виктор. Расскажу вам, как снять заднюю крышку багажника на Tesla Model X. Ну, чуть-чуть с запозданием, уже чуть-чуть немного подразобрал. Вот. Ну, самое главное еще осталось. Так, смотрите. Чтобы снять крышку багажника, в принципе, вот эту обшивку, крышку багажника, снимать не надо. Тут что для этого надо? Снять обшивку боковую, вот эту, но она уже снята. То есть скинуть резинку, боковые вот эти накладки, тут они коротенькие, и потом вот тут пластиковая, и идет потом уже тканевая накладка, она тоже все на клипсах. Правда, вот эти пластмассовые, которые вот тут стоят, заходят вниз, тут снизу есть по одному болтику, с одной стороны и с другой стороны. Вот их надо выкрутить и накладку эту отстегнуть. Вот. Крышку не снимете, пока вы не опустите потолок. Так вот придумали они. Сейчас попробую снять потолок аккуратно. Эти накладки снимаются для того, чтобы опустить потолок. Они не дадут. Так. Ну что, будем пробовать. Тут на зависах на крышке багажника есть 4, типа болтика, но они и шпильки уже к зависам припаяны. Верхняя, которая половина зависа держится на крышке багажника, она под стеклом. Это надо срезать стекло. Вот. Ну, чем зарезать стекло, лучше уже потолок опустить на нижней части зависа. Снутри под потолком там с каждой стороны по две гаечки. Ну и также доберемся к разъемам, которые идут по проводке с крышки багажника. Так, аккуратненько надо, чтобы так. Смотрите, и еще надо будет открутить вот тут вот возле подушки безопасности есть по одному вот такому болтику, тоже с каждой стороны, под ключик на 8. Их надо открутить тоже. Так, крепление там прикручивается потолка. Так, ну что, будем пробовать. Она ж так плохо снимается. Это просто жесть. Так. Все же гребные клипсы. О. Главное одну сторону и потом так. Тут надо вот этот гвоздодерчик или чем вы будете
загнать так, чтобы к потолку самому приклеена пластмассовая такая рамка. Вот в нее надо давить, потому что если будете давить в этот сам потолок, оторвете его и так. Вот я вам сейчас его отогну и покажу. Вот, смотрите. Вот потолок. Вот. Сразу предупреждаю. Без этих заломчиков, ну никак не получится у вас. Все равно. Но когда ставите его назад, оно выравнивается и его не видно. Так. Желательно, чтобы вам весь потолок не снимать. У нас машина это полностью на разбор. На металл и на пластик. Все остальное пойдет на выброс. Так. Сделать вот такую вот канительку. Так аккуратненько. Ну, давайте по чуть-чуть вот так сюда запихать. Можно, короче, кто что придумает, то и запхнет. То есть, чтобы отогнуть, вот получился вот такой доступ. Потом тут есть такая защита типа шумки. Она закрывает отверстие до болтов. Вот. Хорошая вещь. Так. Аккуратно, так, чтобы потом назад ее и прилепить. Ну, так, болтиком добрались. Тут две гаечки под 10 ключик. Так. Ну, теперь будем добираться до проводки. Так. Вот. Так, продолжаем дальше разбирать. Смотрите, потолок отстегнули к болтам, потом, чтобы добраться к проводке, к штекерам, где она отключается с двух сторон. Смотрите, показывайте. Вот тут будет стоять вот такая вот хрень. Ее, вот я ее снял, ее вот откручиваем. Отстегиваем
обшивку задней стойки. Так, и потом это открутили, сняли его, потом идем дальше сюда, в салон. В салоне снимаем, я думаю, будет так лучше видно, снимаем вот этот подлокотник заднего сиденья, он отстегивается, он стоит вот так вот, вот. То есть нижние, чтобы вы понимали, я посчитал, так нужно, ну лучше будет вам увидеть, как оно там устроено, с какой стороны его дергать. Вот смотрите, нижние, они входят просто вниз. Вам надо выдернуть вот эту верхнюю скобу. То есть руки за вот так, оно есть там место позволяет, оно мягкое, руки туда и хорошим резким рывком вырываете и вверх вытягиваете. Это снимите. Потом нужно снять вот эту накладку, в которой заходит ремень безопасности. Он стоит вот на этой шпуньке. Она стоит вот так вот. То есть снимаете вот эту накладку, потому что ее надо снять, вы ее не вытянете, вот эту шпуньку, если не отстегнете, потому что ремень не даст. Она на клипсах сидит. Вот смотрите, где она сидит. Вот одна клипса, вторая, вот третья. Ну вот они, эти клипсы. То есть потихоньку подрываете, начинаете подрывать из задней части, потому что на передней части они стоят как бы так стоят, то есть вы их не можете сломать. Сначала внутреннюю часть от крышки багажника, и потом уже вот эту сюда выдергиваете, и потом уже снимаете вот эту вот. Ее снимать лучше от проема двери. Подковыриваете, вот смотрите, она сидит вот здесь на клипсе, тут подрываете и уже потом дальше сдергиваете. Когда вы сдернете вот это все, вот иди покажи, вот находятся разъемы проводки крышки багажника. Она сидит на клипсах тут, вот отстегиваете. Так. И вот отключаете. Вот. Вот так оно. Вот у вас и проводка крышки багажника. Так, это у нас правая сторона. Желательно ее вытянуть сразу же. Так, ну с двух сторон помогаете. Вот. И по одному разъемчику сюда в это отверстие вот вытягиваете.
Вот он. Тут вот эти клипсы. Надо с внутренней стороны помогать проворачивать. Так, ну что, показал, как оно в разобранном виде, я разобрал. Могу показать дальше. Вот эта сторона собранная, что я говорил. Ну, я разбираю, как бы сказать, чтобы по минимуму разбирать. Вот видите, у меня вот эти панели стоять на месте. Хотя можно было разобрать в хлам. Так, вот. Тут еще один будет болтик, третий. Вот. Вот она у вас шевелится. Теперь дверь закрыта. Вот, как я говорил, с внутренней стороны так. Вот с внутренней стороны вот так аккуратненько. Вот. Вот так оно и вот отходит. Так, сейчас я открою дверь. Вот так. Потом, то, что я говорил, вот отстегнули, сильно не оттягивайте. Так, аккуратно, чтобы пластик не поцарапать. Вот так оно и снимается. Так, ладно. Про вот эту подлокотник. Вот так руки туда. Так. Вот руки туда и во. Тут сдернули и потом вверх. Вот. Потом вот эту панель. Вот смотрите, надо начинать вот отсюда. Тут тоже оно на клипсе сидит. О. И если от рук не идет, то лучше его подковырнуть. Во. И вот так вот. Вот тут клипсы стоят не вот так, а туда, ну это в этой части изгиба вот, где подлокотник. Надо салон вот так выдергивать. Так, и еще тут под верхом, вот тут есть две клипсы, их надо отстегнуть. Сейчас я покажу. Вот они тут. Ну, вот такие они. Условия сегодня разбора спартанские. Вот клиенту нужна крышка багажника, металл.
но отсюда не видно. То разбираем в таких условиях. Сейчас я сниму клипсу. Будет дальше все видно, потому что так, ладно, клипсу отстегнул. Вот оно отошло. Ну и получается вот ремень сюда. Это сюда, чтобы не мешало. И вот так она вот вытягивается. Вот. Так, вытянули. Это опустим сюда. Вот. Эту защиту вот так вот. Ну, тут есть разрез из скобы. Снимаем. Вот, из скобы. И вот, который я говорил, болт вот тут есть. Тоже на 8. Ну, как-то оно мне мешает, конечно. Вот. Все, открутили. Потом берем опять клипсодер. И вот этой накладки, которую открутили, нужно отстегнуть клипсы проводки. Вот одна. Так, сейчас. Так, ну что, отсоединил я клипсы от проводки от тут панельки. Так, ну и все, проводка освободилась. Отстегивайте ее. То же самое вытягиваете сюда, и вам останется взять помощника, чтобы придерживал крышку, отстегнуть, вернее отстегнуть, открутить подвигаечки на каждой стороне, ну, на зависе, и снять ее. Ну, еще при этом нужно, чтобы будет отключить амортизаторы от крышки. Они отстегиваются тут легко уже. Я думаю, знаете как. Ну, как-то так. Так что, кому поможет моя информация, как снять по минимуму разбора, чтобы не разбирать полностью все, ну, есть чуть-чуть что разобрать. Так, ну что, пускай моя информация помогает. Вся информация про наш сайт, про нашу разборку будет под видео еще раз. Так что подписывайтесь, смотрите, кому надо запчасти. Так что всем спасибо, всем пока за внимание.